ощущение, что мы находимся в старом центре. Это здание отеля, и отель состоит из десятков традиционных зандамских домиков. Здесь течет такая искусственная река, уголок родины, дом, в котором жил какое-то время Петр I. Специально для русских туристов нельзя расписываться на стенах и окнах. 1846-1883, офигеть, еще в 19 веке люди оставляли свои автографы. Оградка тоже по-русски написана. Я сейчас нахожусь в самом центре Зандама, в его исторической части, прямо буквально в 20 метрах от домика Петра I. И здесь мы можем с вами видеть такой традиционный зандамский дом. Он такого глубокого зеленого цвета, красные ставни, белые рамы. В общем, сплошная красота. И здесь просто хотел бы обратить ваше внимание, как внимательно люди здесь сохраняют вот свое историческое наследие, все эти исторические элементы. Потому что стою я на вымощенной кирпичом, как и столетия назад, улицы. Здесь старый фонарь, он, по-моему, я не знаю, электрический, он вполне может быть газовым, они часто до сих пор газовые. Вот этот вот дом, я не просто так его показываю, потому что это традиционный зандамский стиль. Вот именно в зеленый цвет, в разные оттенки зеленого красили дома. Мы сейчас пойдем с вами еще посмотрим новые здания, новую архитектуру, то, что они делают, и сегодня они до сих пор эксплуатируют вот эти темы в архитектуре, которые у них были раньше. И очень важно, вот, на мой взгляд, сохранить эту локальную идентичность, ее как-то выделять, сохранять и поддерживать, что и делают в Зандаме. Они вот, как было, идем дорогой трудной, мы в город изумрудный. Изумрудный город – это Зандам, и он потихонечку изумрудным становится, потому что вот лет 10 назад они поняли свое вот это вот достояние, они поняли, что у них было прямо под ногами сокровище, которое нужно выделять, на которое нужно акцентировать внимание, и этим они сейчас и занимаются. Как сегодня в Греции есть эти вот белые города, как в Тунисе есть вот белый город, а Зандам будет изумрудный город, и сюда еще больше будут приезжать туристов и всем этим наслаждаться. Такая плотная, красивая застройка. Это здание отеля. И отель состоит из десятков традиционных зандамских домиков. Очень интересно, пойдем смотреть. Плиточка, да, вся такая разненькая. И вот огромный ТПУ, он состоит из таких отдельных больших домов, которые напоминают какие-то склады, старые амбары, которые, может быть, здесь когда-то и были. Но, как говорится, большое видится на расстоянии, поэтому нам нужно немножечко отойти, чтобы оценить масштаб бедствия. В данном случае масштаб красоты. Пройдем под ТПУ и выйдем к гостинице. Вход. Так вот выглядит ТПУ. Можно подняться. Смотри, даже кассы они сделали, и внутри там такой фасад уже голубенький. Какие лавочки, прямо целые диваны. Да, и вот мы оказываемся на мосту, и вот здесь сразу ощущение, что мы находимся в старом центре. И вот это вот гостиница. Гостиница состоит из кучи разных домиков. Ух ты, смотри, как здорово. Они сделали проход прямо по воде. То есть здесь фонтан, а здесь проход в один уровень с водой. То есть ноги не мокнут, но такое ощущение, что идешь по воде. Потрясающе. Вот такая вот здесь застройка. Вообще очень редко, когда получается грамотно работать в современном стиле, при этом, чтобы были отсылки к классической архитектуре. Вот здесь вот у них прямо очень хорошо получилось. Здесь нет такого ощущения, что это какой-то вот такой лубочный новодел, как обычно у нас делают. Ну, потому что, чтобы новое здание вписывалось в историческую среду, самое, очевидное, это взять и сделать, как делали раньше. Но поскольку как делали раньше делать никто не умеет, обычно получается такая вот карикатура какая-то на архитектуру. Сразу видно, что это подделка, сразу видно, что все это смотрится глупо и нелепо. Поэтому лучше не делать вообще ничего, чем делать, как вы не умеете, как делали раньше, но не делают сейчас. А здесь же, с одной стороны, они взяли традиционные мотивы, они взяли традиционные фасады, цвет, вот эти вот элементы, свойственные для местного региона. Но, с другой стороны, они не пытались как-то пародировать и копировать то, как делали раньше. Они сделали что-то новое, что-то свое, переосмыслили эту традиционную архитектуру, и получилось очень круто. Ну а поскольку Голландия – это каналы, это вода, то здесь они еще сделали такую систему фонтанов. Вот видите, это мост. Это мост, и по нему здесь течет такая искусственная река. И все это вот падает вниз. Здесь такое очень сложное многоуровневое пространство. И внизу это все залы отеля. Тот самый отель, который я вам говорил.
который состоит из фасадов десятков разных домов. Вот так вот он собран. Очень необычно все это выглядит. И, конечно, есть красивое сочетание этого зеленого, изумрудного. Кстати, еще круто то, что, опять же, они на мощение моста сделали таким кирпичом традиционным, как раньше мастили улицы. И у нас здесь нету такого ощущения, что мы сейчас находимся на мосту над эстакадой. Потрясающе, да? Зандамская архитектура. Ой, вон там уже современные домики. Сейчас туда тоже пойдем посмотрим. Тоже классно, они еще с водой поработали. Мы вышли с вокзала, идем по этим вот переходам и сразу попадаем на все эти пешеходные улочки. Машин вообще не видно, все разведено. Мы сразу гуляем, здесь какие-то торговые центры, кафешки. И вон канал дальше продолжается к центру. Эх, видел бы это сейчас Петр Первый. Вот он отель. Такая вот красота. И вот здесь продолжается строиться, вот, например, новый жилой дом. И тоже он современный, но с отсылкой к традиционным для этого региона элементам архитектурным. И вот тут вся новая застройка, она хоть и относительно новая, но все по традициям. Как вот раньше делали, так сделали и сейчас. Но опять же, что важно, несмотря на то, что это полностью новый район, голландцы сохраняют свою идентичность. И находясь здесь, мы вот это место ни с чем не спутаем. То есть мы сразу понимаем, что мы находимся в Голландии. Новые районы Парижа, они мало отличаются от новых районов Копенгагена. Потому что везде современная архитектура, она такая относительно безликая, без привязки к месту. А здесь не то, что привязка к месту, то, что это Нидерланды, да, здесь у них прямо привязка к региону Зандам. Потому что только в Зандаме используются такие цвета в оформлении домов. Раньше использовались, и они вот это вот взяли и сделали такой главной фишкой. Поэтому вся застройка в центре, она вот подчинена традиционной зандамской архитектуре. Но вот там вот видна дорога. Раньше, конечно, дороги, они были на переднем плане, но сейчас их все прячут, убирают, потому что человек не хочет ходить вдоль шумного шоссе. Все дороги их выводят, убирают из центра, центр делают пешеходным. А здесь у нас уже начинается жилая застройка. Она тоже относительно новая, но везде вот этот вот зеленый цвет они прям молодцы. Мне очень нравится, во-первых, это зеленый цвет и сочетание, как они здесь его используют. То есть у них все фасады с использованием каких-то элементов зеленого зандамского цвета. Здесь построили новые жилые дома, и все равно, видите, есть скатные крыши, голландские такие, тоже традиционные. И все равно мы сразу понимаем, что мы в Голландии. Красота, смотри, сразу деревня началась. Все заросло, канальчик. Кто-то себе забор сделал, тоже зеленый. Здесь вот они сделали канал. Вдоль канала тут видны проблемы со старой архитектурой. То есть то, что делалось в 80-е и 90-е, вот эти все обломки модернизма, это полнейший кошмар и ужас. Но, вот, к сожалению, во многих европейских городах их испоганили всем этим. Здесь же видны какие-то по-настоящему исторические домики, которые кое-как сохранились частично. И здесь же они уже делают вот новые, что такое среднее. Они не такие пышные и декорированные, как исторические, но и уже не такие примитивные и безликие, как то, что делали в конце прошлого века. Сделали здесь такой канал с такими террасами в виде лодок. Красота. И все пешеходно, да, никаких автомобилей. Вот, кстати, по-моему, исторический дом, судя по состоянию дерева на нем. Да, это 1793 год. Мы когда ходим по Европе, часто удивляемся, как можно было строить эти бетонные безликие коробки, особенно в центрах, в исторических центрах европейских городов. Но здесь нужно понимать, короче, предысторию всех этих стилей, которые расцвели после войны. Связано это было, во-первых, с тем, что тоталитарные стили, вот это вот неоклассические, то, что в России называлось сталинской архитектурой, то, что в Германии это Гитлер делал, в Италии делал Муссолини, такие вот помпезные неоклассические здания, огромные, пышно украшенные, с этими статуями, с карнизами, с колоннами, с портиками, вот все такое. Они себя дискредитировали, то есть все вот эти вот стили, они ассоциировались с тоталитарными режимами, и, соответственно, после Второй мировой войны люди хотели максимально от них дистанцироваться. Кроме того, сам модернизм, который тогда расцветал, он считался таким антибуржуазным стилем таким демократичным, простым. Уже потом, когда посмотрели, что наделали, все поняли, что это страх и ужас. Вот эти вот все бетонные коробки, особенно когда все это перешло уже в брутализм. Ну и, конечно, после войны строить эти примитивные бетонные коробочки было дешево, быстро, что тоже помогало этому стилю расцветать. Это, кстати, проблема архитекторов, потому что, по идее, архитекторы, конечно, должны были прийти и сказать: ребята,
мы вот это говно строить не будем. Но архитекторы, как известно, люди творческие, решили так вот поднасрать человечество со своим модернизмом. Не путайте, кстати, модернизм и модерн. А вот это вот все барахло как раз, это вот появилось в 50-80-е годы. Вот оно стоит. И что с ним делать? Как можно было вот это вот построить в исторической вот застройке? Ужас. Ну, хорошо, что сейчас одумались, и такое уже никто не делает. А делают такие милые канальчики. Этот искусственный канал заканчивается милой детской площадкой. Здесь детская площадка, такая небольшая, фонтан с возможностью делать запруды. Дома со временем из-за того, что почвы неустойчивые, фундамент, все это плывет, и они так все пляшут. Вот здесь построили новый дом и взяли и немножко наклонили у него искусственно фасад. Тоже отсылка к местным традициям и особенностям. Господа, прошу вашего внимания. Уголок родины, кусочек родины в далекой Голландии. Мы находимся в Зандаме, в центре, и здесь у нас царь Петр I, который обучался в Саардаме. Раньше, когда здесь был Петр I, он назывался Саардам, сейчас называется Зандам. Корабельному делу в 1697 году. И этот памятник подарил император Николай II в 1911. Вот. Так что наш русский памятник стоит Петру Первому, и сейчас мы еще посмотрим на домик Петра Первого, который сейчас превращен в музей. Голландцы его бережно хранят, одна из местных достопримечательностей. Видишь, есть специальные следы, чтобы мы могли найти домик Петра. Это у нас один из старейших домов. Дом находится в доме, то есть вот это все, что вы видите, это такой павильон, которым накрыли дом, в котором жил какое-то время Петр Первый. О том, что здесь жил Петр Первый. Во-первых, говорит вот эта вот табличка перед входом. Во-вторых, говорит фотографии и надпись, то, что домик Петра Первого. Работает ежедневно с 10 до 5. Поскольку здесь много бывает русских туристов, специально для русских туристов сделали табличку, что нельзя расписываться на стенах и окнах. То есть здесь был Илья, написать не получится. Так хотелось. Потрясающе. Слушайте, здесь прям все очень круто. И действительно, многие стены, они исписаны. Судя по шрифтам, было исписано давно. Это, понятно, посмертная маска Петра Первого. И надпись, кстати, не на русском. Да, они все стены исписаны, но исписали их не наши. Так что не надо тут гнать. Такие вот стульчики, камин, домик весь кривой. Здесь начинает немножко кружиться голова. Просьба не подниматься. Забавно, это, по-моему, первый музей, который я вижу, где все надписи дублируются, кроме английского, они дублируются еще и на русский. О, Гомель, Прохоренко В. и Ленсман, 1961 год. Ничего себе, это в 1961 году ребята из Гомеля оставили свой знак. 1846, то есть здесь, я смотрю, так расписывались вообще не первые столетия. Да, некоторые надписи датированы 19 веком. Офигеть. 1842. То есть прям традиция здесь что-то писать на этих стенах, она пошла не вчера. Из-за того, что домик очень старый и кривой, тут нету ни одной вообще вертикальной, горизонтальной поверхности. То есть пол, стены, все это под разными находится углами. И, конечно, находишься, у тебя вестибулярный аппарат сходит с ума и начинает реально укачивать, тошнить, потому что ты не понимаешь вообще, что происходит. Стекла, на стеклах тоже все исписано. 1946, 1883. Вот мы-то думали, да, что на стенах, вот здесь был Вася, да, начали писать вот некультурные люди там в советское время. А на самом деле, видите, еще в 19 веке в домике Петра люди оставляли свои автографы. Я думаю, если покопаться, можно найти автограф. О, Леша и Наташа в сердечке. 1968, СССР. Просто СССР. Как вы знаете, домик Петра Первого в Зандаме, он не единственный, о чем здесь тоже вот есть целый стенд. Существует еще 3 дома Петра Первого, которые напоминают о пребывании там всемирно известного русского царя и которые являются музеями. Они расположены в Санкт-Петербурге, в Москве и в Таллине. В Москве с 2013 года также находится копия занданского домика Петра Первого. Я, кстати, не знал, что в Москве у нас есть копия. А где она? Я прошу посмотреть на копию. Вот то, что мы видели сейчас, и то, что у нас копия, реплика, это в Коломенском. Вот этот вот новодел, и, понимаешь, люди сюда приходят, и люди думают,
что вот это вот домик Петра Первого. Сравни вообще с декором стен, крыши, вот это все. Посмотри, что они сделали. Потому что это вообще даже близко не похоже. Друзья, это домик Петра Первого, который мы сейчас с вами посмотрели. Здесь нужно еще понимать, что это была пристройка к большому дому. То есть здесь был большой дом кузнеца, который приютил у себя Петра Первого. И Петр Первый жил вот в этой небольшой пристройке. Эта пристройка сейчас и стала главной достопримечательностью Зандама. Самого дома уже нету, и Петр Первый должен был прожить здесь несколько месяцев, прожил только 8 дней. Почему вообще Зандам? Зандам в то время это была мекка корабелестроения, это была такая главная площадка, где строили корабли в Голландии. Собственно, поэтому Петр I сюда и приехал учиться и остановился в этом доме. Продают такой стаут «Царь Петр», местной пивоварни, 8,5 градусов. Написано, что это посвящен этому дому. Вот тут у нас есть какао, потому что этот регион славится какао. Оградка тоже. Домик Петра I, по-русски написано. А здесь раньше были верфи. Тут был центр кораблестроения. И Петр I домик-то снял, чтобы на работу не надо было ходить далеко, на учебу. Мы сейчас находимся в центре, но здесь недавно реконструировали улицы, и я хотел вам просто показать, как голландцы сегодня ремонтируют, переделывают свои улицы, потому что это просто невероятно. Во-первых, они используют кирпич. Это голландская фишка, и мы сразу видим, что мы находимся в Голландии, потому что все улицы вымощены разным кирпичом. Тротуар сделан одним кирпичом, съезд там бетонный, парковка сделана серой плиткой уже такого размера побольше. Разметка парковки, она сделана из белого кирпича, это не крашеный кирпич, это белый кирпич. Здесь кирпич такой уже более старый. Везде съезды. Посмотрите на бордюрчики, да, вот эти новые бетонные бордюрчики, да, у каждого есть замочек, чтобы они не расшатывались. Везде вот этот тротуар чуть выше уровня, да, чтобы водичка стекала. Как вообще просто потрясающе все сделано. И вот профиль улицы очень хорошо виден. Сколько видов бордюра, да, бордюрный камень. Посмотри, как круто сделан приемник для воды. То есть здесь вдоль дороги идет такой небольшой желобок, то есть здесь где-то сантиметр глубиной, с тоже специальной плиточкой вот этот уровень выведен. И здесь в бордюр встроена специальная такая секция для приема воды. И они вон везде есть. Переход, и переход он приподнят, он сделан в один уровень. И чтобы машины видели, что есть приподнятый переход, они тоже белой плиткой, специальным рисунком его выделили. То есть здесь нет никакой краски, это все просто разные виды плитки. И в эту улицу можно влюбиться. Исследования, они показывают, что чем меньше знаков, чем меньше каких-то вот там правил в виде разметки и всего остального, когда речь идет о такой тихой городской застройке, тем безопаснее. Потому что водители на такой улице ведут себя гораздо осторожнее и более внимательны, потому что они не знают, что здесь может случиться. И вот во избежание каких-то дорожных конфликтов, если мы убираем правила и предлагаем людям договариваться на месте, улица становится безопаснее. И вот в Голландии таких примеров очень много. А это проезд уже между домами. Как сделано? Во-первых, здесь деревья, они высажены в таком шахматном порядке, чтобы нельзя было проехать прямо и разогнаться. То есть это такое вот искусственное успокоение трафика. Видите, у нас парковка слева, потом парковка справа. В центре дороги хорошо сделана такая разуклоночка, в центре дороги у нас желобок и куча решеточек. И это такая вот тихая улочка. При этом на этой улице нету ни тротуаров, ни проезжей части, ничего не обозначено. То есть здесь вот выходы из домов прямо на вот эту вот дорогу. Но все здесь сделано так, чтобы здесь невозможно было вообще быстро разогнаться. Здесь можно аккуратненько к дому подъехать и все. Как красиво, вот как красиво. А чтобы не было сквозного проезда через жилой район, здесь такой вот искусственный тупик. Видите, они с помощью клумб они перекрыли здесь движение, чтобы не было сквозного проезда. То есть на велосипеде проехать можно и все. Так, а здесь у нас что? Опять Петр Первый? Да, Петр Первый, памятник. И вот здесь они продолжают строить вокруг ТПУ в стиле таких ангаров, амбаров голландских. Здесь вот продуктовый магазин, такое зелененькое. Мы сейчас идем по мосту над железнодорожными путями. Надеюсь, они потом еще вокзал реконструируют, потому что вокзал явно устарел. Но судя по масштабной стройке, я думаю, здесь все будет через лет 5 замечательно. Я надеюсь, здесь-то лифт работает. Да, здесь лифт работает. И вот здесь видна другая сторона вокзала. И тоже, видите, они строят такие там зеленые домики. И на другой стороне от вокзала тоже отель в таком стиле современном, с отсылкой
к традиционной зандамской архитектуре. Очень здесь, конечно, в Зандаме здорово. Ну и, наверное, вот один из самых таких ярких примеров грамотного акцентирования внимания на локальной идентичности, развития ее, поддержки в архитектуре. Они здесь большие молодцы, есть чему поучиться, так что до сих пор имеет смысл в Зандам приезжать, чтобы поучиться. Как Петр I учился кораблестроению, так сегодня можно учиться, как нужно работать с городом. Можно, кстати, отправлять наших чиновников сюда, пусть учатся, а потом, представляете, через 300 лет будет домик какого-нибудь губернатора русского здесь. И буду говорить, чтобы он приезжал в Зандам учиться, как нужно работать с городской средой, как нужно проектировать улицы, как нужно делать велодорожки. Жил в этом домике несколько месяцев. И это станет музеем и достоянием. На этом я заканчиваю серию роликов из Голландии. Не хочу, чтобы у вас случился передоз от такой красоты. Но нужно понимать, что на этом она не заканчивается. Я показал вам великолепные Утрехт, Хорн и Зандам. Но в Голландии можно найти еще как минимум десяток городов, которые также достойны посещения. Есть старинный университетский городок Лейден с чудесными каналами и стихами русских поэтов на стенах домов. Есть современный Роттердам с ночными клубами, кинофестивалями, карнавалами и самым роскошным рынком в мире. Есть уютный Гауда и Эдам, известный своими одноименными сырами. Есть деловая и аристократичная Гаага с знаменитыми северными пляжами. Перечислять можно очень долго. Самое классное то, что во все эти города можно запросто добраться из Амстердама всего за час или два. Причем голландский транспорт — это отдельная достопримечательность. Настолько он продуманный и удобный. На нем тоже обязательно нужно покататься любому россиянину, чтобы понять, каким должен быть общественный транспорт. После этого вам просто будет тошно даже смотреть в сторону автомобиля. Вообще у Голландии много чего можно научиться. Как сохранить историческую среду, как заботиться о безопасности и благополучии граждан, как не терять свою культурную идентичность, как привлекать туристов со всего мира. В России со всеми этими вопросами пока довольно тяжело, но, к счастью, есть хороший пример, которому можно и нужно следовать. Именно поэтому Голландия для всех россиян обязательна к посещению.